Крушение грузового судна Генри Стайнбрена. Озерное грузовое судно Генри Стайнбрена было длиной 130, шириной 15 и осадкой 8,5 метра. В основном оно предназначалось для торговли железной рудой, углем и зерном на Великих озерах в США. Был заказан компанией Kinsman Transit и спущен 28 сентября 1901 года компанией Jenks Shipbuilding. Его конструкция включала носовой бак с каютами для экипажа, увенчанный дополнительной кабиной. Средняя секция представляет собой длинную почти плоскую палубу над грузовыми трюмами, снабженными крышками люков телескопического типа. В кормовой части находится большая кабина, расположенная над машинным отделением, в которой находились камбуз, кают-компании и помещения для экипажа, а наверху располагалась дымовая труба и вентиляционные отверстия. Первые 2 десятилетия судна на Великих озерах были полны событий. 6 декабря 1909 года Стайнбрена, загруженный железной рудой, попал в аварию на реке Новый Мэрис. 10 мая 1910 года он был восстановлен, отремонтирован и возвращен в строй. После аварии возобновил довольно спокойную торговлю, пока снова не столкнулся с другим судном. На этот раз он ударил в бухту Уайтфиш, но сумел удержаться на плаву. После ремонта за $5000 он снова возобновил торговлю. 10 мая 1953 года 52-летнее судно покинуло Висконсин, загруженное 7000 тонн железной руды для сталелитейных заводов на озере Эри. В то время погодные условия были хорошими, но прогнозы предполагали, что позже днем будет суровая погода. Неблагоприятные прогнозы для капитанов того времени были не редкостью. Сводки погоды были менее точными, чем современные прогнозы. Большинство капитанов и экипажей преодолевали несколько штормов за свою карьеру. Позже в тот же день Стайнбрена встретился с штормом. Несмотря на то, что капитан обезопасил палубу судна, экипажу он не приказал накинуть брезент на 12-створчатые телескопические крышки люков. Они не были водонепроницаемыми. Около 8 часов вечера одна из створок люка под номером 11 оторвалась, и вода попала в трюм. Члены экипажа были отправлены для обеспечения укрытия, но когда шторм усилился, ветер со скоростью 80 миль в час и большие волны снова расшатали лист. Условия были слишком опасными, чтобы отправить экипаж на палубу. Насосы были запущены, но затопление продолжалось. Капитан пытался не допустить, чтобы волны нанесли еще больший ущерб, но к утру открылись другие крышки люков. Было несколько очевидно, что судно обречено. Вскоре после 7 часов утра, 11 мая 1953 года, было передано сообщение СОС. В 7 часов 35 минут по свистку прозвучал сигнал покинуть судно. Команда собралась у носового спасательного плота и кормовых шлюпок. Когда судно накренилось, воцарилась неразбериха, и несколько человек оказались в воде и получили ранения. Судно затонуло в 15 милях к югу от Айл-Рояль-Лайт. Сигнал СОС получили пароходы Джозеф Томпсон, тогда самый большой корабль на озерах, Уильям Кори и канадское судно. Джозеф Томпсон обнаружил спасательный плот и 6 человек, укрывшихся на нем. Судно под командованием капитана Артура Эверетта нашло одну спасательную шлюпку. При сильном ветре и бурном море капитан Эверетт осторожно маневрировал, чтобы поставить спасательную шлюпку под подветренную сторону судна, а затем поднял выживших на борт с помощью веревок. 17 человек погибли в трагедии. Экипаж обвиняли в том, что они не использовали брезент на люках, но в шторм такой силы даже брезента могло не хватить, чтобы удержать Стайнбрена на плаву.
Эта потеря укрепила стремление операторов судов Great Lakes оборудовать некоторые из своих старых судов водонепроницаемыми цельными крышками люков во время ремонта.